Всем привет! Сегодня снова рубрика «Ответы на вопросы». Итак, вопрос первый. Мои коллеги, знакомые, друзья часто мне говорят: ну что ты как ребенок? Почему тебе все нужно объяснять на пальцах? Почему ты такая инфантильная? Что за этим скрывается? Что вы не понимаете подтекст, что вы не понимаете намеки, вы не считываете социальные ситуации. Например, между двумя людьми на вашей работе завязалась романтическая связь. И все про это знают, а вы не знаете. И тогда к вам может быть несколько снисходительное отношение, мол, как же ты этого не видишь? Ведь это настолько очевидно. Ну что ты наивная, как ребенок? Что в такой ситуации я рекомендую? В случае, если вы не скрываете свой диагноз, можно сказать прямо, что ты знаешь, у меня расстройство аутистического спектра. В связи с этим я плохо понимаю намеки, я плохо понимаю скрытые смыслы, я плохо читаю социальные ситуации. Это связано не с моей инфантильностью, не с моей наивностью, а с особенностью обработки информации моим головным мозгом. Можно дать почитать информацию или дать посмотреть соответствующее видео. В случае же, если вы скрываете ваш диагноз, тогда можно сказать просто про эти особенности, не вдаваясь в подробности, с чем это связано. Например, ты знаешь, у меня есть такая психологическая особенность: я плохо считываю социальный контекст. Я не понимаю зачастую, что происходит между людьми, если мне прямо про это не скажут. Я очень плохо понимаю намеки. Поэтому, если что-то важное происходит, я тебе буду благодарна, если ты мне про это скажешь. Для меня это будет большой помощью. Друзья, у меня есть для вас новость. Я создаю группу в Telegram для регулярных ответов на вопросы. Там вы сможете задавать вопросы и получать на наиболее популярные вопросы 2 ответа в неделю, видеоответа от меня. Кроме того, вы там сможете общаться с другими аутичными людьми и получать от них соответствующее мнение на вашу тему, на ваш вопрос и поддержку в тех ситуациях, которые для вас сложны. Если вы желаете вступить в такой чат, пожалуйста, пишите по номеру телефона, указанному под видео. Вопрос следующий, вопрос номер 2. Мои знакомые, мои друзья говорят мне, что я слишком навязчива, что я на них все время давлю своими просьбами, что я постоянно от них что-то требую. С чем это связано? Это может быть связано с тем, что вы путаете роль друг и помощник. Посмотрите внимательно, не просите ли вы от ваших друзей слишком часто помощи. И вообще, нуждаетесь ли вы в ваших друзьях, в них самих как личностях, в общении с ними, или же вы их просто используете как источник для решения ваших проблем. Пожалуйста, честно посмотрите, потому что иногда такое случается. Иногда такое случается, что аутичный человек использует окружающих как ресурс. Тогда ваши друзья могут это прекрасно чувствовать. Поэтому прежде всего честно себе ответьте, нужны ли вам друзья как люди, волнуетесь ли вы о них, интересует ли вас общение с ними, невыполнение ими ваших поручений и ваших просьб. Например, ты знаешь, мне нужно сходить к врачу, пожалуйста, проводи меня. Ты знаешь, мне нужно пойти в парикмахерскую, пожалуйста, проводи меня. Ты знаешь, мне нужно купить, например, сливочное масло, шерстяные носки, все что угодно. Если вы обращаетесь к вашим знакомым, друзьям только в случае просьбы, действительно, они могут ощущать, что вы их используете как источник достижения своих целей, что как люди они вам не очень-то интересны. И в таком случае, пожалуйста, подумайте о том, чтобы получить профессиональную помощь, нанять ассистента, нанять помощника. Еще иногда его называют тьютором. Человека, который бы мог вас сопровождать в те места, куда вам нужно,
Он бы мог посвящать вам свое время, например, при походах в магазин, при походах к врачам, при походах во всякие сервисы, химчистку, парикмахерские и так далее. А друзья останутся только для душевного общения, для того, чтобы делиться своими новостями, чтобы вместе проводить приятное время. Я не говорю о том, что друзей нельзя никогда просить о помощи. Конечно же, можно. Но это не должно быть чрезмерно, это не должно быть слишком часто. Ваше общение не должно состоять исключительно из ваших просьб. Если все сбалансировано в вашем общении, и друзья не испытывают дискомфорта, конечно, мы все иногда просим друзей о помощи. Выслушать нас, поддержать, может быть, даже вместе куда-то сходить. Но это достаточно редко происходит. Следующий вопрос. Мне очень тяжело. Я не встаю с кровати. У меня нет сил для того, чтобы сходить в душ. Я действительно размышляю о самоубийстве. Обдумываю план, как лучше это сделать. Я вижу мир в черно-белых картинках. Что мне с этим сделать? Как мне выйти из этого положения? Здесь я однозначно вам рекомендую обратиться за помощью к психиатру. Это тот самый случай, когда это нужно сделать. Потому что без медицинской поддержки здесь не обойтись. Я имею в виду медикаментозную лекарственную поддержку. Вы можете работать с психологом, но обязательно в паре с психиатром. В сегодняшнем видео мы с вами обсудили такие темы, как инфантильность, почему люди считают меня инфантильной, почему люди считают меня настойчивой, требовательной, как с этим быть, как это разрешить. И мы поговорили о том, что делать, когда вас посещают сложные мысли, когда настало тяжелое время и нет сил даже встать с постели, чтобы совершить свою ежедневную рутину. Всего вам доброго. Пожалуйста, заботьтесь о себе. До свидания, до новых выпусков.